Лето – самое время для байдарочных походов по шхерам Ладоги. Первый для меня байдарочный поход выходного дня. Вот такая погодка. Состоялся летом 2016 года, уже 10 лет назад. Многие видео из походов я так и не скомпоновал до сих пор в какие-то мини-фильмы. К летнему сезону я решил выложить видеоматериалы байдарочного похода лета 2018 года. Из знаковых мест в тот раз мы посетили маяк мыса Куркиньеми, залив Муралахти, в народе залив Кочерга, пляж острова Каянсари, и на обратном пути мы зашли на острова Юсусарет. Вот те места, которые мы посетили из наиболее известных мест ладожских шхер. Это был поход на несколько дней, более серьезный. Вот о нем и смотрите в этом видео. Стартовали мы в тот год от базы отдыха Березово, оставили слева населенный пункт Березово и направились, как всегда, к западной оконечности острова Кильпола. За рыбной фермой и протокой, разделяющей остров Кильпола, мы остановились на вот этом мысу, опять же, как всегда, когда стартовали от базы отдыха Березово, напротив небольшого острова. Так, ты Боря-то попроси. Где он там? Боря! Посмотри соль у себя! Серега, ты не хочешь здесь рыбу половить вечером? Я тебе хочу сказать, что в основном лодки стоят и рыбу ловят. Вот напротив вот этого острова, напротив, судя по размерам птицы, не первый раз она такую рыбку тащит. Это называется «не щелкай клювом». На следующее утро второго дня похода мы стартовали с целью дойти в течение первой половины дня до маяка мыса Куркиньеми. По возможности посетить его и затем зайти в залив Муралахти, который из-за своей Г-образной формы получил у туристов прозвище Кочерга, чтобы встать на ночлег где-то на берегу. По пути мы останавливались несколько раз, посмотреть окрестности, полюбоваться природой, перекусить.
5 сек. Ой-ой-ой. Вода теплая, наверное, да? Купание возле маяка. Погода плюс 30. Первый раз за множество сезонов. Итак, мы по плану посетили маяк мыса Куркиньеми, затем зашли в залив Муралахти и остановились в конце второго дня похода где-то на берегу. На следующее утро третьего дня похода мы вышли с целью посетить остров Койонсаари, там пообедать, подняться на смотровую площадку на скале, искупаться на песочном пляже рядом, а затем направиться в обратную сторону. Похож на шапку Мономаха. Круглой формы. Остроту, вот понимаете, этому чувству кайфа добавляет то, что ты ломила, когда шла сюда. Не знаю. Преодоление. Преодоление, абсолютно. Я, Это честно всегда скажу, да не быть надо было никакого преодоления. У меня не было никакого преодоления. Я шла в кайф. Я тоже А шла в сейчас кайф. сейчас я кайфую от этого. А тогда от того. Да, да. И это тоже правильно. Не, ну понятно, что если бы можно было сделать 2 шага, оказаться. 2 шага недостаточно. Нужно 2 часа погрести, как минимум. Вот если бы было бы так возможно, сидишь, работаешь, В соседнюю комнату зашел. Нет, на спинку кресла так раз. Это искусство медитации. Все, и ты уже вот я так и буду теперь на работе. Закрывать глаза и представлять, как я. Как остров называется? Чего там сари? Суп надо, да, есть.
Не выливаем. Кто не доел, тот не пошел. хлеб с ветчиной тоже намазать можно тоже. Тоже можно. Все доедаем, все, что стоит, все доедаем. Ален, ты не хочешь еще ветчины? Мам, можешь мне сделать? Давай. Тебе бутербродом? Витя все съест. Да ладно, я тебе Витя все съест. Когда Витя все съедаст. Бутерброд с ветчиной, Настя. Вот мы тебя и искусили. И с большей вероятностью на скалу полезли. Лето 2018. На обратном пути мы посетили острова Иисус-Аарет или просто Иисус-Арет. В момент посещения острова Иисус-Арет, как назло, аккумулятор моего фотоаппарата почти совсем разрядился. Поэтому в 2018 году мои фото и видеосъемки острова Иисус-Арет получились отрывочно. Зато я наверстал упущенное в байдарочном походе следующего года. Отрывочные видео из посещения Большого острова Иисус-Арет в 2019 году давно опубликованы на моем канале. В 2014 году на Большом острове Иисус-Арет, согласно информации из интернета, проходили съемки фильма «Запрет» режиссера Алексея Козлова. Причем в байдарочном походе 2018 года мы полагали, что постройки на Большом острове Иисус-Арет – это реальные церковные и бытовые строения заброшенного прихода. И только в следующие годы мы узнали, что это декорации для фильма. Вчера вечером мы решили снова остановиться на берегу залива Муралахти. В тот день мы планировали
неспешно пройти южнее острова Кильпола и юго-западнее его остановиться на каком-то из островов для ночевки. Удобно? Сейчас я видео уже стал снимать. Остановка на перекус. Байдарочный поход, лето 2018, Карелия, Ладожское озеро. Идеальная погода для Ладоги. Безоблачное небо голубое. Ветерок с Ладоги. Типичный морской приятный запах. Вперемешку запахи бриза, солнца, моря. Не передать. Мечта. Вот такой остров мы выбрали для ночевки. А завтра уже завершение похода. Для ночевки мы выбрали свободный в тот вечер от других туристов остров. Он протяженный с востока на запад, отличается крутым северным берегом. Зато в центре его имеется хорошая возвышенная площадка, уже подготовленная для стоянки со следами кострищ. Другая, южная сторона этого острова
была тоже с крутым спуском, с красивым видом со скалы на залив. Западная часть острова идет на спуск. Там на камнях располагалась колония папоротника эпифита. Многоножка полиподиум. Здесь, на этом острове, мы заночевали. Так мы на том острове крепко выпили за завершение похода, что все следующее утро я не снимал ни видео, ни фото. И на следующий день по плану мы дошли на запад до базы отдыха Березово, где как начинался, так и закончился наш летний байдарочный поход 2018 года.